Это расстройство, которое имеет социальный язык, оно просится кому-то о чем-то рассказать. Ну, самое первое, с чего начинают, это попытка кормить таких пациентов. Это расстройство не про еду. А какой же образ тела здоровый? Можно навязать идеал худобы. Так вот, похоже, что не сильно он навязываем тем, у кого нет предуготованности, чтобы им это навязали. А пациентов-то в итоге можно вылечить? Не о весе здесь речь. Речь идет о смыслах. Если было бы все так просто, то модное в настоящее время движение бодипозитива решило бы все наши проблемы с расстройством пищевого поведения. И бабушка посадит и скажет: ешь блины, которые я готовила, и это вот твое пищевое поведение будет. Голодный человек добрым не бывает. Может случиться, так сказать, когнитивный диссонанс. Похоже, что истина где-то рядом. Уважаемые зрители нашего канала, меня зовут Карпенко Ольга Анатольевна, я являюсь заместителем главного редактора журнала «Консорциум Психиатрикум». И сегодня, 16 ноября, это Международный день борьбы с нервной анорексией. И у нас сегодня в гостях для традиционного интервью Скугаревский Олег Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Белорусского государственного медицинского университета, председатель правления Белорусской психиатрической ассоциации. Здравствуйте, Олег Алексеевич. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Но повод для нашей сегодняшней беседы – это не только, собственно, Международный день борьбы с анорексией. Экспертом в области этого заболевания вы являетесь, но еще вы у нас в журнале выступали приглашенным редактором тематического номера, который был посвящен расстройствам пищевого поведения. Я хотел поблагодарить вас за это, за то, что вы пригласили меня для того, чтобы окунуться в это разнообразие взглядов поданных статей. Спасибо большое. Спасибо за то, что согласились нам помочь в этом. Вот, ну, собственно, весь разговор сегодня я хотела бы как раз выстроить вокруг расстройств пищевого поведения как клинической проблемы, как научной проблемы, да, как некого вызова для нас, как для специалистов. Да, мы и как врачи к ней подходим, и как ученые пытаемся ее изучать. Вот сегодня как раз хотелось бы поговорить вот в таком ракурсе. Ну и, наверное, первый вопрос. Как вы вообще относитесь к тому, что вот отмечают такие дни борьбы с нервной анорексией? Вот 2 июня вообще день борьбы с расстройством пищевого поведения. Вообще нужно ли привлекать к этому внимание общественности? Как это может повлиять на наших пациентов? Что вы по этому поводу думаете? Вы знаете, Ольга Анатольевна, у меня неоднородные чувствования на этот счет, потому что когда мы заявляем о дне борьбы с анорексией, мы каким-то образом пытаемся привлечь к этому внимание. А привлечение внимания имеет разные смыслы, и когда речь идет о психических и поведенческих расстройствах, то привлечение внимания, как нам с вами хорошо известно, часто граничит со стигматизацией. И говоря сегодня о нарушениях пищевого поведения или расстройствах пищевого поведения, я думаю, что будет очень уместно вспомнить нестандартность стигмы при нарушениях пищевого поведения, где даже в диапазоне ограничительного полюса нарушений пищевого поведения, к которым относится нервная анорексия, и с другой стороны это полюс неодолимого желания потреблять большое количество пищи, булимические полюсы переедания. В этом даже диапазоне стигма очень неоднородна. И есть одна из проблем, например, стигматизации больных с анорексией, анорексии как нозологии, как заболевания, и связана она с социальным контекстом нервной анорексии. Это очень, как нам с вами хорошо известно, расстройство, которое имеет
социальный язык, оно просится кому-то о чем-то рассказать от лица пациента, носителя его. И в нашей команде, которая работает в Беларуси, давно принято коллегиальное решение, я должен о нем немного рассказать. Когда мы лечим пациентов с нарушением пищевого поведения, с анорексией в частности, именно они основной костяк нашего центра, то очень много сил уходит у команды на то, чтобы собрать поврежденную личность носителя этого заболевания. И держа в голове идею, что у этого заболевания есть социальный контекст, такой контекст презентации себя людям, мы избегаем того, чтобы этих людей, например, доставлять на широкий обзор, когда речь идет о больничных конференциях, например, или для курации студентов, которые учатся, проходят обучение у нас на базе. Поскольку недостаточно стабильная личностная структура и автономия таких пациентов очень хрупкая, и любая презентация их в социум потенциально может сыграть плохую роль, и они получают нежеланное с точки зрения идеи врача подкрепление их нездорового поведения. Они понимают, что к их проблеме привлечено внимание, и значит, возможно, неспроста они экспериментируют с своим телом и его образом через еду для того, чтобы быть заметными. Это один из контекстов социальных нервной анорексии, в частности. Нам с вами хорошо известно то, что стигма при нарушениях пищевого поведения, в частности при анорексии, она крайне сложна. И, например, истории о тяжелом расстройстве нервной анорексии и успехе его излечения, к сожалению, могут делать, опять же, негативную коннотацию содержать, поскольку в общественном сознании может создаваться впечатление о рутинности и легкости его разрешения. То есть если мы показываем людей успешных, как это, к сожалению, делают пиар-менеджеры телевизионных программ, которые сплошь и рядом идут, например, в нашем национальном телевидении, они приглашают туда тех, которые вроде бы как поправились и не очень сильно хотят слышать наши предостережения на этот счет. Они делают свое дело, они делают рекламу. У нас были как-то в России, может, до ковидные времена, это еще было съезды, где приглашали средства массовой информации на предмет того, как корректно подавать данные. Была у нас большая горячая дискуссия, и наш с вами дорогой коллега Петр Викторович Морозов тогда держал удар на предмет того, чтобы объяснить, что то, как зарабатываются деньги СМИ, не стоит того, какими жертвами это покрывать с точки зрения практики психиатров. Поэтому на сегодняшний день нервная анорексия – это такой чрезмерно своеобразно стигматизированный феномен, празднование которого в виде дня нервной анорексии или дня нарушения пищевого поведения, конечно, быть может, но надо бы не повредить бы с ним. Уж очень изящный он с точки зрения психологического посыла. Но вроде там есть еще и слово «борьба» в названии этого дня. Может быть, это как-то сглаживает? Это отдельный контекст, потому что сами пациенты с этим заболеванием тоже с чем-то борются. Они борются со своей колокольней, а мы вроде как медики на другом полюсе. И идея глобального лечения этого расстройства состоит в том, чтобы сблизиться с нашими пациентами, чтобы мы начинали бороться с одного лагеря. И пока мы не придем к этому консенсусу, а его так по умолчанию он не возникает, про это надо работать, можно бороться с двух разных сторон берегов реки, и где-то искры будут сыпаться над самой рекой, а сближения не будет. Поэтому да, мы, конечно, боремся, но нарушения пищевого поведения такие необычные, на наш взгляд, что они
требует прояснения контекстов. То есть да, мы боремся, мы пытаемся использовать инструменты для предупреждения развития такого рода тенденций, но само пищевое поведение – это такой очень изумительно четко настроенный барометр взаимодействия организма и среды. И когда на сегодняшний день мы, погружаясь в эту тему, пытаемся вот на нее смотреть шире, чем просто на очередное поведенческое нарушение, то на поверхность всплывают темы так называемого, например, травматического фенотипа людей с нарушением пищевого поведения, эпигенетического программирования пищевого поведения, то есть то, почему люди начинают неадекватно пользоваться своим пищевым поведением, и в крайних случаях они достигают вот этих болезненных форм. То есть мы приходим к выводу о том, что нарушение пищевого поведения – это очень четкий, изумительная модель трактовки патогенеза вообще психических расстройств в их психологическом контексте, когда сегодняшний диагноз формировался годы или десятилетия заблаговременно. И речь идет о том, что пациент с нарушением пищевого поведения с 16 века об этом говорят, не должен быть козлом отпущения. Как правило, это пациент с драматичной историей каких-то внутрисемейных отношений и даже истории жизни, когда он еще даже не думал, что он не был способен думать, что он когда-то станет таким пациентом, а мама имела какие-нибудь перинатальные факторы, осложняющие ее беременность, роды, ранний послеродовый период и потом внутрисемейный контекст. И на сегодняшний день вот эта идея травматического фенотипа, она очень интенсивно обсуждается как вообще в психиатрии, так и в нарушениях пищевого поведения. Она достаточно актуальна для смежных областей, где эндокринологи часто с нами дружат, врачи соматической медицины, потому что это такой нозология, требующая дружеских отношений с коллегами. А можно тогда сказать, что, может быть, вообще пациенты с расстройствами пищевого поведения – это на самом деле не пациенты с расстройствами пищевого поведения, а на самом деле пациенты с другими совсем психическими расстройствами или, вот как вы говорите, фенотипами определенными, болезненными, которые просто в качестве своей некой конечной клинической репрезентации стали использовать пищевое поведение как способ самолечения, что ли, вот этих вот существующих уже психических расстройств? Если честно, то моя душа просит сказать, конечно, да, Ольга Анатольевна. Но я уже там не первый год преподаю психиатрию. Я боюсь, что если нас услышит ухо неподготовленного человека, он может начать не так неверно интерпретировать сказанное. На Да, мы самом должны деле, быть аккуратны, да, получается, со аккуратны. всех сторон в своих высказываниях. Абсолютно. Идея такова, что это какая-то, возможно, универсальная модель реагирования на неблагополучие, которое копилось. Да, но эта модель реагирования имеет психологически очень разные смыслы. В одном месте она наделена гореванием, в другом она наделена протестом, в третьем этому заболеванию, я имею в виду ограничительным тенденциям в питании, сопутствует совершенно другая история. Ну, например, нам с вами хорошо известно, что вот этой DSM-5, американской классификации, появились рубрики, которые раньше обсуждались как имеющие там научные, возможно, там смыслы. Например, избегающее ограничительное расстройство приема пищи. Оно феноменологически очень похоже на анорексию, технически
оно похоже только входом, а анорексия может быть следующими этапами его развития. А на входе это может быть человек, которого долго лечили антибиотиками, у него дисбактериоз обернулся неприятным опытом последствий дисбактериоза, как следствие чего он начал ограничивать себя в еде, а потом включаются механизмы биологические, которые уже типичны для ограничительного пищевого поведения. Но вход туда абсолютно без желания править себя, то есть без желания фундаментального признака анорексии. И эти люди ошибочно трактовались, их достаточно много, они оседают в соматической медицине часто, они имеют дефицит массы тела, но достигается он не идеей его первичного снижения, а другими входами. И поэтому на сегодняшний день мои коллеги и я, мы проповедуем идею о все же длиннике, о линейке феноменологии нарушений пищевого поведения, в котором есть очень много тонких переходов между действительно ограничительным полюсом и компульсивным перееданием и просто перееданием, где каждому пациенту место, и в этом месте формализованный подход абсолютно даже опасен. На этот счет, например, известная нам с вами критика DSM-5, которые пытаются тяжесть анорексии прописать в виде, например, индексов массы тела. Как раз хотела сказать, что, в принципе, если мы посмотрим современные классификации, там ключевой критерий – это некий порог индекса массы тела, ниже которого ставится нервная анорексия, невзирая ни на что. Ну и, вот, собственно, дальше там уже, если мы говорим про нормальный вес, то там уже могут быть нюансы, да, в плане диагностики. Да, но драма в том, что легкой степенью тяжести нервной анорексии признается индекс массы тела достаточно высокий, близкий к нормальному. Но по критериям классификации это легкий уровень тяжести нервной анорексии. С точки зрения логики самого пациента, его недостаточная успешность в достижении низкой массы тела определяет чрезмерную интенсивность его стремлений по ее достижению. То есть больной анорексией, у которого индекс массы тела условно здоров, ну, близок к здоровому, может быть максимально тяжелым с точки зрения интенсивности и обилия дезадаптивного пищевого поведения. Он может быть чрезмерно усердствовать по пути, например, очистительного поведения или жестких ограничений. И сказать, что это самый легкий вариант, это очень сложно. Идея в этом месте как раз механистичная. Она исходит из того, что давайте померяем вес и повесим на него знак тяжести. Нет, у этого расстройства тяжесть, похоже, измеряется по-другому, по соединению телесного и душевного мира, как они вместе дружат. Этих связей такое большое разнообразие, что классификацией их достаточно тяжело охватить всех. Вот все-таки тогда, если мы говорим про то, что вес – это не главное, но это на самом деле основная идея, которую мы и пациентам должны привить для того, чтобы терапевтический процесс пошел, то на что же мы тогда должны, ну и сами как врачи ориентироваться, на что ориентировать пациентов в процессе лечения? Оля, это очень глубокий вопрос, и я постараюсь быть очень сдержанным в том, чтобы не раздуть ответ. На самом деле, конечная идея – вернуть пациенту автономию. Автономию в здоровом теле. И как только возникает перекос в какую-то из этих двух сторон, либо пытаются вернуть автономию несмотря ни на что, либо стремглав бросаются лечить больное тело, чтобы сделать его здоровым, не думая о психологической, функциональной автономии, то получается не весь что. Это известная проблема, про которую все время пишут в специальной литературе, что является, например, критерием достаточным для выписки пациентов тяжелых из стационаров с нарушением пищевого поведения.
мы с вами хорошо знаем, что плохая идея попасть в стационар. То есть те, которые попадают в стационар, это заведомо крайне тяжелый контингент, к сожалению, с очень плохим прогнозом по сравнению со всеми остальными. Но сами пациенты, это любопытно, опять имеет отношение с того, с чего мы начали о стигме говорить, считают, что врач даст зеленый свет на выписку, когда их вес достигнет какого-то условного порога. Но с другой стороны, с позиции врача изменение веса абсолютно необходимо для того, чтобы изменялся психологический мир, и пищевая реабилитация – это топовая первая позиция, которой надо придерживаться. Но с другой стороны, пациент настолько ушлый и хитер в отношении того, как с этим весом обойтись, что если не решить вопрос идеи управления весом с позиции пациента, бесполезно стремиться к какому-то пороговому весу как результату, поводу для выписки. И наша команда во главу угла ставит наряду с формальной оценкой роста весовых параметров восстановление функциональности и стремление человека позаботиться о себе так, чтобы контроль пищевого поведения, самостоятельное управление приготовлением еды, уровнем своей физической активности, формами физической активности, взаимодействиями со своим окружением, которое часто бывает крайне травматичным, не привело к тому, чтобы это отразилось потом на весе и не включило вновь в программу по борьбе с ним. Именно поэтому мы с начала работы с такими пациентами включаем семьи и работаем с членами семьи, показывая целевые ориентиры вообще терапии. И без терапии членов семьи, к сожалению, мы не можем рассчитывать на качественный долгосрочный прогноз, даже среднесрочный зачастую. Посему вес важный, но не исключительный смысл несет. И наш посыл пациентам состоит в том, что мы из них не собираемся делать рождественского гуся. Не в этом смысл. А вес лишь инструмент в решении каких-то проблем, которые нам надо все же вскрыть и порешать. Это дает повод к большому скепсису наших коллег, тех, которые смотрят на эту проблему формальнее или механистичнее. Они говорят о том, что лучше таблетку подобрать какую-то, лучше с этим проще контролировать на амбулаторном этапе. Абсолютно верно. Проще, да. Каков смысл и на что мы ориентированы? И на этот счет известные нам с вами руководства в мире о назначении антидепрессантов, например, в этой группе пациентов, это очень важные моменты, но они всегда требуют оглядки. Например, антидепрессанты в среде подростков, когда часто анорексия начинается, могут работать, ну, если не на пользу, то не работать вообще или иногда вредить, принимая во внимание нарушение метаболического статуса и того, как незрелая система нейромедиаторная в головном мозге у подростка осложняется нарушением обеспечения ее биологическими молекулами, которые являются прототипами для нейромедиаторов в случае ограничительного пищевого поведения, например, или очистительного пищевого поведения. И это создает такой сложный замес, где предвидеть эффективность по умолчанию назначенного антидепрессанта практически нереально. Не говоря уже об антипсихотиках, которые часто пытаются рассматривать как результат, как успешный путь к поправке. А вот вообще, если говорить, да, про, опять-таки, вернуться к целям терапии, и, ну, это даже, может быть, этиопатогенез, ведь то, с чем мы пытаемся работать с пациентами, это, ну, по большому счету, все сводится к системе ценностей человека, да, и как вот сделать так, чтобы, ну, получается, что у пациентов ценность определяется формой тела, с тем, сколько они весят. И тут как раз вот очень много говорят про
биопсихосоциальную модель пищевых расстройств, про роль медиа в формировании пищевых расстройств. Вот, не знаю, у меня, честно говоря, немножко скептическое к этому отношение, потому что если было бы все так просто, то модное в настоящее время движение бодипозитива решило бы все наши проблемы с расстройствами пищевого поведения. Что вы вообще думаете, вот насколько действительно тут есть роль, ну, какой-то пропаганды, худобы через медиа, насколько это связано с навязываниями стандартов красоты, вообще вот формирование расстройств пищевого поведения? Что вы думаете по этому поводу? Оля, это очень важно, чтобы мы это сейчас с вами обсудили. У меня есть достаточно оснований говорить, что с одной стороны в мире, в разных странах, в разных регионах мира есть много подобного в отношении того, как формируется нарушение пищевого поведения, в том числе в странах мусульманских или странах, которые там ближе к Европе расположены, там, или Австралия, например. Есть много подобного, но есть много и различий на этот счет. Ну, например, идея о том, что перенесенный опыт плохого обращения, вплоть до сексуального насилия с потенциально будущими пациентками с нарушением пищевого поведения, не очень широко светится как важный этиопатогенетический фактор, например, вот в русскоязычном пространстве. Не очень светится как раз та идея, в отношении которой у вас тоже есть скепсис, в отношении, я имею в виду, идеи о том, что можно навязать идеал худобы. Так вот, похоже, что не сильно он навязываем тем, у кого нет предуготованности, чтобы им это навязали. Это очень механистичный взгляд, который транслируется, и он настолько избит, что он уже начинает набивать оскомину лично у меня. Я, конечно, могу быть неправ, но у меня много опыта общения с такого рода пациентами. Я другие истории могу привести в качестве альтернативы. Это скорее глобальные поломки. Вот как раз вы очень верно сказали, взгляда ценностного. Это взрывы в каких-то важных ценностных структурах индивида. Например, о порядочности, о чистоте отношений, о значимости семейного окружения тех, у кого это возникает. И когда, например, на глазах у потенциальной пациентки с нарушением пищевого поведения мама меняет своих партнеров, или новые партнеры мамы на глазах девочки-подростка, давая маме деньги, потому что они хорошо зарабатывают и содержат ее маму, бьют ее по вечерам после работы в пьяном угаре. Это дает поводы для девочки остаться один на один с размышлениями о том, что в этой жизни есть ценное и значимое. У меня было очень драматичное наблюдение за одним случаем, когда 3 дочери женщины-врача жили в доме, который принадлежит очередному мужу матери. И у матери с ним один общий ребенок, младшая дочь. И женщина, отчаявшись своими нездоровыми отношениями с этим мужчиной, дала снотворные своим 3 дочерям, спустила их, пока они не заснули, в автомобиль в цокольном этаже дома, выпила сама снотворное и завела автомобиль. Старшая дочь, поняв, что ей грозит, устроила потасовку, вытянула своих сестер, вытянула мать, заглушила автомобиль, и после этого ее ко мне доставили как человека с анорексией. У нее действительно была анорексия, но эта анорексия имела очень говорящий язык, ориентированный на невыносимые ситуации жизни, где подорваны фундаментальные устои, которые девочка называла правдой. То есть она не знала, во что верить теперь. У нее забрали самые большие значимые ценности в жизни, и даже мать. Это драматичная история, я прошу прощения за то, что она может отпугнуть наших слушателей с вами, но она очень говорящая про то, что не о весе здесь речь,
Речь идет о смыслах. И работа терапевта, как раз и нам с вами известны вот эти диалектические подходы, диалектической поведенческой терапии, которые на сегодняшний день промотируются в отношении этой группы пациентов, они как раз и ориентированы на то, чтобы создать систему ценностей, которая позволит взглянуть не узко на тело как способ решения проблем, а посмотреть на мир, в котором есть много других альтернатив, где тело лишь способ эти альтернативы достичь. Ну да, тут, конечно, вот этот диалектический подход, учитывая вообще тип личности и вообще, что это за пациентки, ведь это чаще всего очень хорошие девочки, Да. отличницы, перфекционистки. И, конечно, когда видны такие несоответствия между ну, какой-то моралью, про которую, в общем-то, всем нам известно, и тем, как это происходит в реальности, может случиться, так сказать, когнитивный диссонанс. Мягко говоря, да. Конечно, диалектический подход, он может помочь как-то правильно справиться с обработкой этого опыта. Да. Хорошо. А вот все-таки тогда, ну, вы так вскользь упомянули про свое скептическое отношение к лекарственной терапии. Но ведь, смотрите, ведь получается, что когда мы говорим о тяжелых пациентах, у которых уже запустился, зашел далеко процесс, у которых индекс массы тела, ну, уже близок к критическому, там, ну, допустим, в районе 14, например, или меньше, ведь ну, самое первое, с чего начинают, это попытка кормить таких пациентов. И тут мы становимся между двух огней, потому что выбор у нас, в общем-то, небольшой. Либо мы ставим назогастральный зонд, либо мы уговариваем начинать есть. И вот тут вот уговорить-то бывает очень сложно, и как раз лекарственная терапия, ну, в частности, антипсихотики, ведь они могут немножко смягчить такую вот напряженность этих пациентов и чувство тревоги в отношении пищи. Вот что бы вы посоветовали, как, если не антипсихотики, то тогда что? Ольга Анатольевна, я боюсь, что если бы мы сейчас не начали об этом говорить, то я мог бы быть опять неверно понят. У меня нет скепсиса в отношении препаратов, но я считаю, что препараты должны быть только уместны и своевременно назначены там, где они должны быть назначены. Я вернусь к антипсихотикам. Ну, например, известные поговорки в русскоязычном пространстве о том, что голодный человек добрым не бывает. Коннотации нарушения пищевого поведения, он про то, что аффективная сфера первая откликается на вторжение человека жесткое в контроль пищевого поведения, и депрессии являются частым спутником, и они, к сожалению, бывает так, что они приобретают самостоятельное звучание, самоподдерживая нарушение пищевого поведения. Поэтому и антидепрессанты им назначают тоже. Антипсихотики имеют однозначно определенное место. Но если речь идет, например, о вашем примере о этапе вскармливания, когда пациент протестует против такого рода вмешательств, альтернативой антипсихотика могут быть транквилизаторы, которые дают человеку за полчаса до еды, что позволяет немножко депримировать его реактивность эмоциональную и сделать его участливым в процессе кормления. Антипсихотики в этом месте тоже используются, но тоже с такой целью, чтобы депримировать психику. И здесь мы переходим к такому очень изящному месту, где русскоязычная традиция пыталась конфронтировать, как мне кажется, это слово уместно, высказывая скептическую оценку в отношении взглядов на западную трактовку нарушений пищевого поведения. И это скепсис, периодически я имею возможность говорить об этом информированно, достигал крайности, когда специалисты пытаются высматривать в нарушениях пищевого поведения феномены, которые они очень легко причисляют к расстройствам шизофренического спектра. И вот тогда, когда они говорят, это вот эта группа расстройств, и тогда у них карт-бланш на руках, и давайте мы его будем лечить антипсихотиками. Но я хотел бы, ну, сейчас не место нам обсуждать теоретические концепты этого, но идея
Я хотел бы, чтобы она осталась, может, у слушателей в качестве места для размышлений. Идея состоит в том, что вторжение в пищевое поведение существенно вмешивается в нейробиологические механизмы работы мозга. И человек с истинным нарушением пищевого поведения в форме ограничительной нервной анорексии, когда суть ее состоит в том, что пациент ограничивает себя в количественном или качественном составе пищи, при длительной персистенции этого расстройства эти люди меняются в своем разуме и в когнитивных механизмах восприятия реальности. А если к этому добавляется еще флюктуирование биологически индуцированное очистительным поведением, это драматичные последствия этого. И здесь надо сказать, что мы не говорим о чистых состояниях, а если речь идет, например, о сахарном диабете первого типа и ограничительной нервной анорексии, то эти пациенты, ну, на мой взгляд, одни из самых сложных с точки зрения курации. Они, как они считают, достигли совершенства. Они худеют, не ограничивая себя в еде, а не доводя себе инсулины. И таким образом они теряют свои когнитивные способности, впадая периодически в коматозные состояния. А потом, когда возникает повод их полечить, не за что зацепиться с точки зрения создания вот той диалектической базы, о которой мы с вами говорим. И тогда возникает крайне сложная ситуация, что с ними делать. Мы с вами пришли в психиатрию, вы человек молодой, я думаю, что вот вы, когда пришли, уже отзвучало то, что было, когда я туда пришел, но когда-то в истории нашей с вами русскоязычной психиатрии было, например, лечение голодания. Да, кстати, я же работала в Московском НИИ психиатрии долгое время, и как раз в том самом отделении, где это лечебное голодание апробировалось. Да, и были чудесные книги, и я глубоко убежден в том, что у того лечебного голодания его эффекты, которые были абсолютно определенны в отношении дефицитарной симптоматики в частности, которая потом катамнестически у этих пациентов выглядела очень-очень эффективно леченной. Я глубоко убежден в том, что эти механизмы вот, ограничительного поведения работают на уровне глубоких мозговых структур и нейропсихологического обеспечения психических процессов. Выплеснутая с водой из тазика современные тенденции в психиатрии, которые связаны с переводом только в фармакотерапию, к сожалению, мне кажется, не всегда обоснованы. Ну, например, мы сейчас с вами имеем возможность видеть, как, например, понимание механизмов работы инсулина на уровне внутриклеточных мессенджеров рассматривается как любопытная модель разработки лекарств для лечения деменции при болезни Альцгеймера. Но при нас с вами Говорят, инсулин... что даже болезнь Альцгеймера – это чуть не сахарный диабет третьего типа. Да, конечно. И идея о том, что инсулинотерапия в ее тех смыслах, которые были, она упразднена, но за ее биологическими механизмами, возможно, есть очень важные неоткрытые моменты, которые, чтобы открыть, нужно быть исследователем, который движим сугубо своей идеей и не очень рассчитывает на то, что его поддержат фармацевтические компании в том, чтобы провести какое-то исследование, а он сделает это на своем интересе. Вот примерно такой интерес движим и нашей командой, я бы так сказал, потому что это никакого другого интереса вряд ли можно усмотреть в этой ситуации. А вот, кстати, раз уж мы перешли к научной стороне вопроса, вы очень давно занимаетесь изучением нервной анорексии, под вашим руководством диссертации защищены на эту тему, и ваша докторская тоже как раз посвящена нервной анорексии. А вот на сегодняшний день, там, уже первая четверть 21 века прошла,
приближаемся, уже входим во вторую. Как вы считаете, вот все-таки, учитывая и багаж прошлого, включая подходы там, к лечебному голоданию и наши знания уже про генетику, эпигенетику, метаболомику и прочее, вот какие бы вы назвали, ну, актуальные направления исследований в области расстройств пищевого поведения? Мгм. Мой ответ будет исходить из того бэкграунда, который мы с вами пытались к этому моменту разговора делать. На мой взгляд, крайне перспективным являются исследования лонгитудинальных механизмов формирования пищевого поведения у человека. Речь идет о том, чтобы проследить когорту долгое время от периода новорожденности до зрелого возраста с точки зрения феноменологии пищевого поведения. И мы с вами знаем, когда-то мы с вами обсуждали результаты одного глобального проекта в мире, который назывался Probit, и его расшифровка этого акронима состоит в том, что это поддержка грудного вскармливания, promotion of breastfeeding. И суть проекта состояла в том, что матерей детей новорожденных обучали как можно дольше кормить грудью. И за пределами рекомендованного на тот момент Всемирной организации здравоохранения 4-месячного периода исключительно грудного вскармливания и как можно позже вводить прикорм. И сравнивали их с теми, кого пустили самотеком. Это исследование на сегодняшний день никто не перебил по своей силе. Было 17 тысяч новорожденных детей, было включено в Беларусь. Беларусь была полем для исследования. И проследили за этими детьми, пока они достигли возраста 20+. И оценивалось их грудное вскармливание как кофактор формирования пищевого поведения в зрелом возрасте. И это исследование очень много дало пониманию в мире вообще биологического базиса здоровой жизни. Оно прежде всего педиатрическое лукошко набросало результатов, но там были очень важные аргументы, касающиеся того, что, например, то, как в семье формируется пищевое поведение, влияет на то, с какими установками в препубертате появляется подросток в отношении пищевого поведения. И там взвешивались, например, факторы социального окружения, алкоголизация членов семьи, полная семья или нет. И взвешен вклад этих факторов, которые на сегодняшний день принимаются во внимание в мире с той же самой силой, как это было и раньше. Всегда хорошо повторить исследование и сделать его более расширенным. И нам с вами известно, что эти лонгитудинальные дизайны крайне тяжело воплощаются, в том числе финансово сопровождаются. И поэтому это исследование до сих пор никто не перебил. Но его идея проследить в клинике, как формируется пищевое поведение или его нарушение, очень важный задел, в частности, период перед школой, 6,5 лет, и пищевое поведение детей в нем связано с периодом препубертата, как они тогда будут обращаться со своей внешностью. То есть, на мой взгляд, перспективные направления находятся на стыке взаимодействия с нашими специалистами, коллегами в других областях. У нас был опыт изучения маркеров тяжести пищевого поведения. Это очень модно, но мы с вами знаем, в журналах Всемирной психиатрической ассоциации целые журналы выходили в последнее время с обсуждением проблемности поиска маркеров в психиатрии. Диагноз нарушения пищевого поведения поставить несложно. Сложнее на что-то опираться в оценке степени тяжести пищевого поведения. Индекс массы тела, к сожалению, не является надежным маркером. И его изменчивость тоже относительно является надежным маркером оценки, например, динамики состояния.
Мы пытались в свое время погружаться в клеточные механизмы самоотравления организма у тех, кто худеет, и исследовали цитотоксичность у людей с нарушением пищевого поведения, то есть то, как сыворотка крови пациентов, насколько она токсична. И наши первые результаты, когда мы получили из лаборатории, сотрудники лаборатории позвонили и были очень шокированы, поскольку сыворотка крови пациентов с анорексией, с продвинутой худобой, была более токсична, чем таковая у пациентов с сахарным диабетом в коме находящихся. Речь о кетоацидозе, наверное, да, идет? Ну, у них кетоацидоз, у них распад структур белковых, липидных, запущенные механизмы глюконеогенеза, которые не реализуются в желаемую цель. То есть огромное количество продуктов обмена застревает в организме, и при разведении их сыворотки крови им становится чуть легче. То есть у них клинические феномены жажды у больного с анорексией – это сигнал того, что в организме очень много токсических продуктов. Но жесткие аноректики не только не едят, но и не пьют. И степень токсичности их внутренней среды дала нам повод подумать, что это может быть биологическим маркером степени напряженности их конфликта психологического. И эти исследования, мы их проводили в стране в параллели с разработкой методов лечения сахарного диабета у пациентов. Когда был госпремия у нас в стране была дана исследователям, когда они разрабатывали идею пересадки клеток Лангерганса в сосудистое русло, и нужно было отследить агрессию организма против своих клеток. И технология использовалась одинаковая, поэтому аноректиков сравнивали с тем, кто в сахарном диабете в коме. И эти данные крайне говорящие за то, что биологические внутренние механизмы могут быть объектом внимания в исследованиях этих людей, в том числе для оценки степени тяжести их поперечного состояния. Следующий механизм, следующий объект внимания, на наш взгляд, связан с пониманием пищевого поведения, которое выходит за пределы самого поведения, поскольку пищевое поведение облигатно, и все люди в него включены. Когда оно ломается, тянутся огромное количество струн за поломкой пищевого поведения, и одна из струн – это циркадные ритмы. То есть люди с нарушенным пищевым поведением едят не тогда, не так это понятно, но еще и не тогда, когда надо, а с нарушенными циркадными ритмами вытягиваются другие феномены, в том числе аффективный спектр. Это исключительно, на наш взгляд, важное направление, которое может быть использовано для, в том числе, организации терапии этим людям с привлечением вот этой хронотерапии, для того, чтобы помогать не столько, например, антидепрессантами, сколько, например, внедрением в их циркадный дисбаланс. Следующий любопытный механизм, на наш взгляд, который тянется с нарушением пищевого поведения и может быть объектом исследований, это известная коморбидность нарушений пищевого поведения обсессивно-компульсивного спектра. В свое время, это было уже достаточно, это 15 лет назад было, да, 15 лет назад, Оль, мы опубликовали статью, в которой исследовали белорусскую популяцию на предмет однонуклеотидных полиморфизмов, тогда гена, который засветился как имеющий значимый вклад в формирование нарушений пищевого поведения с одной стороны, а с другой стороны он часто засвечивался у людей в полиморфном состоянии, у которых было обсессивно-компульсивное расстройство.
Мы тогда констатировали наличие вот этих параллелей, но потом появились статьи, и мы были этому рады. То есть наше исследование, оно получило подтверждение с другой стороны о том, что, начав голодать, человек включает цепи нейронные в головном мозге, которые ответственны за биологическое обеспечение навязчивых механизмов реагирования. Вопросы коморбидности, нарушения пищевого поведения, выходящие за пределы расстройств шизофренического спектра, на наш взгляд, эта тема крайне значимая. И вот сейчас члены нашей команды, они недавно, вот одна доктор у нас защитила кандидатскую по, в том числе, нейропсихологической оценке синдрома анорексии при нарушении пищевого поведения и при расстройствах шизофренического спектра. И она продолжает свою работу в плане, ее интерес сейчас касается пациентов, адептов бариатрической хирургии. И у нас есть фантазии, что они могли бы быть присмотрены лучше, чем с точки зрения психиатров, чем это есть на сегодняшний день. И операции на желудках и кишечнике далеко не всегда есть вариант выбора их лечения. Но тут сложно очень при этом как-то вести диалог с бариатрическими хирургами на эту тему. У меня был в жизни такой опыт несколько раз. Это прям два полюса мировоззренческих. Абсолютно верно. Мы по-разному подходим к одному и тому же пациенту, но в Беларуси бариатрические хирурги, похоже, какой-то преодолели барьер, и они сами обратились за помощью и просят, чтобы наши коллеги как раз были участливы в их процедурах. Поэтому я считаю, что мы идем верным путем для того, чтобы в финале выкристаллизовать как раз важный центр вмешательства с обоих сторон. У меня был вам заготовлен вопрос, почему вы вообще решили заниматься расстройством пищевого поведения, но по результатам нашей беседы я думаю, что вопрос этот уже задавать излишне, потому что то, с каким увлечением вы про это говорите, и знанием дела, и вы освещаете эту проблему практически со всевозможных сторон, и с точки зрения соматической медицины, молекулярной медицины, психиатрии, психотерапии, философия, все есть, да, все сосредоточено внутри этой темы. Оль, и я все же отвечу на этот вопрос. Так получилось, что когда мы думали, чем заняться, я попал в нужное место и в нужное время. Вокруг меня были мои однодумцы, которые искали, у них чесались руки, чем бы заняться. Но нам точно не хотелось идти по пути чего-то избитого, про которое делается много конгрессов, много пишется, а нам хотелось чего-то необычного. Но с другой стороны, у нас к тому моменту уже в голове была идея о том, что хочется прикоснуться к каким-то механизмам, которые универсальны для выживания человека и управляют человеческой жизнью принципиально. Ну вот мы с вами знаем, что иммунная система, эндокринная регуляция, они таковы. А пищевое поведение стоит где-то рядом, и оно тоже во многом определяет выживание человека. И в этом месте совпали какие-то флюиды, и постепенно формировался интерес, но очень любопытно, если сейчас возвращаться туда-назад, то я имел возможность слышать скепсис старших коллег на предмет того, что это бесперспективное направление. В отношении того, что люди, которые в него попадают как пациенты, они не могут быть излечены, что они портят все показатели стационаров, если стационар ориентирован только на продолжительность пребывания больного на койке. Это пациенты крайне тяжелые в психологическом плане для работы с ними. Меня пугали тем, что мы не сможем удержать коллектив, мы не сможем создать команду. Но в то время я уже
в голове имел идею, что далеко не таблетками можно помочь, не только таблетками можно помочь нашим пациентам. Я сам окунулся в обучение психотерапии, и тогда начались наши инициативы, но им уже 25 лет практически, и нам удалось удержать команду, и мы работали на то, чтобы она продолжала оставаться здоровой. Члены нашей команды – это психологи, психотерапевты, психиатры, нутрициологи, врачи соматической медицины разных направлений, к которым мы обращаемся, исходя из каждого конкретного пациента. То есть так сошлись карты. А пациентов-то в итоге можно вылечить? Ну, отвечая на этот вопрос с такой же эффективностью, как больных сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца. То есть все-таки хроническое заболевание. Вот вы используете это слово, Ольга Анатольевна. Я буду сейчас конфронтировать. Вы знаете, я не готов использовать слово хроническое, а скорее я буду говорить о длиннике оказания помощи этим пациентам. Всем известно, что это не краткосрочное вмешательство обычно. Любопытно, что это группа пациентов странная в отношении логики, которая применима к другим расстройствам. То есть обычно, если рано начинается, то очень плохие последствия. Ну, в обычных других психических расстройствах или соматических. А при нарушении пищевого поведения, если мы знаем, что они омолаживаются, прежде всего ограничительный спектр, анорексия. Но если там при начале расстройств, это заключение из практики, в раннем возрасте, там, в возрасте 9-11 лет, при начале анорексии, будет сделано достаточно жесткое интенсивное вмешательство с точки зрения психологической работы, и внимание будет уделено потенциальному пациенту, то оно может остановиться напрочь и не продолжить развиваться. И с этой точки зрения оно необычно, и оно может быть вылечено. Но чем больше смыслов начинает цепляться на нарушение пищевого поведения в более зрелом возрасте, тем тяжелее этот процесс. И нам с вами известны формальные цифры ожидаемой продолжительности терапевтического процесса для получения нелетального результата терапии нарушения пищевого поведения. Он годами измеряется. Дальше стоит вопрос, может ли система здравоохранения обеспечить эти годы терапии. Нам с вами известно, как в мире больничные кассы обходятся весьма с лимитированным объемом помощи, а все остальное – это личная готовность и возможность самого пациента. И технически наши пациенты ничем не отличаются от этой закономерности. Проблема лишь в том, насколько жители наших стран готовы принять идею о том, что психотерапия – это не от лукавого. Психотерапия – это очень тяжелый, планомерный, последовательный путь к достижению оговариваемого желаемого результата. И путь при нарушении пищевого поведения – это годы. Если смотреть с этой перспективой, то вылечиваются. Ну, если удастся диалектическую почву подвести, как правило. И было за что, с чем работать. Я опять упоминаю наш с вами разговор минут 20 назад о когнитивных нарушениях, которые могут быть следствием жестких диет или дисметаболических нарушений при очистительном поведении. Хорошо, получается, самый лучший путь – это профилактика. Мы тоже сегодня с вами много говорили, да, вы упоминали грудное вскармливание, семейные отношения, ценности, то, как принято питаться в семье. Вот на ваш взгляд, если так коротко, 5 ключевых моментов, на которые надо обращать внимание для того, чтобы профилактировать развитие нарушений пищевого поведения у детей и подростков. Какой рецепт, если можно так вот подытожить? Это очень сложные рамки. Память мне сейчас пришла, когда вы задавали этот вопрос. Одно исследование очень милое, оно было проведено буквально пару лет назад в Австралии, когда 3 поколения бабушек, мам и детей
оценили в отношении того, как они управляли в их семьях пищевым поведением. И получается, что пищевое поведение, согласно тому исследованию, во многом детерминируется женщиной, даже несмотря на то, если папа приносит деньги для того, чтобы покупать продукты. И оно детерминируется по нисходящей в поколениях. Бабушка формирует пищевое поведение мамы, мама формирует пищевое поведение детеныша. А взаимодействие бабушка-детеныш, оно часто имеет отдельное прямое влияние, где игнорируется вот это среднее поколение, и бабушка посадит и скажет: ешь блины, которые я готовила, и это вот твое пищевое поведение будет. Один из советов – жить наполненной жизнью, где пищевое поведение не прорвется в качестве самоцели. Наполненной жизнью в широком смысле этого слова. То есть семья должна быть здоровой и иметь возможность поддерживать грани здоровой жизни. Спорт, искусство, литература, физическое здоровье, соматическое – это, наверное, первая позиция, о которой стоит упомянуть. Второе – психологическое здоровье членов семьи. Я, к сожалению, за время своего профессионального опыта работы с этими пациентами не видел ни одной психологически здоровой семьи, в которой появляется больной с анорексией. Если это так, то не на больного надо смотреть, а на ситуацию, где они возникают. И это очень тяжелое место моего разговора, поскольку нарушение пищевого поведения – это мерило того, как живет общество. Если в обществе возникают трудности в поддержании вот этих здоровых отношений, а люди не присутствуют при взращивании детей, то анорексия – это вариант ответа. Далее это формирование здорового образа тела. Это такой момент. Он крайне важный, и, на мой взгляд, он крайне игнорируем. Да? А какой же образ тела здоровый? Тот, который принимается, и нет побуждения его править. Известный образ собственного тела – это психологический конструкт, который формируется критически в возрасте от 7 до 9 лет. И работа семьи по его созданию, прежде всего близких родственников, это матери и отца, с формированием оценки принятия ребенком того, какой он хороший по умолчанию, является крайне важным вмешательством, потому что если это не делать в препубертате, если возникнут неблагоприятные условия, вызовы, это может сработать негативно. То есть, получается, в промежутке между 7 и 9 годами лучше никаким образом не комментировать внешность ребенка, а фокусироваться в оценках на каких-то других моментах. Или вообще не оценивать. Комментарии вообще всегда слабо работоспособны в хорошем плане. Речь идет о поддержке, скорее всего, поддержке в принятии того, каким ты родился. С формой носа, ушей, пропорциями тела, цветом волос. И но ведь в этот период как раз это начало школы, и там одноклассники могут как бы помочь, комментируя какие-то дефекты внешности. Как вот это работает? У кого больше вес? У ровесников или у семьи? Но в этом возрасте семья еще значима. И нельзя упустить это время, потому что потом оно невосполнимо. Именно вот эти фат-токс среди одноклассников являются одним из важных моментов, формирующих негативное отношение к этому образу тела. Сколько я не пытался найти в русскоязычном пространстве стабильного паттерна обучения, ну, например, на каких-нибудь занятиях в школе в рамках гуманитарных блоков, проведение занятий о принятии себя и собственного тела, и своих психических процессов, своих реакций я не нашел. Мои оба ребенка прошли через школу, никак не обсуждая с учителями в классе принятие себя.
А в то же время нам с вами известно, в мире одной из важных задач, которые решают в школьном коллективе, является работа над принятием себя и других, какими бы необычными они ни были. И работа в коллективе, когда ты принимаешь другого, вот этот коллективистский дух, его формирование, где тело не является инструментом соревнования и противостояния, вот это является очень важным моментом, который в профилактическом плане, на мой взгляд, очень важный, но он недосмотрен, мне кажется. Ну, здоровое пищевое поведение в семье, к сожалению, механизмы подражания, идентификации с родными очень часто работают на то, чтобы формировался неправильный образ достижений в отношении внешности. И опять же мы выходим на психологическое здоровье, наверное, семьи, членов семьи. И психологическое сопровождение жизненных кризисов, начиная с детства, на мой взгляд, является значимым моментом профилактики вообще нарушений пищевого поведения. То есть это расстройство не про еду. И искать профилактические вмешательства надо где-то за его пределами. Здоровье женщины, которая собирается стать матерью, то, как она умеет строить свои отношения, как она будет получать поддержку семьи, партнера своего в процессе беременности, рождения ребенка, ухода за ним, ее профессиональный статус. Это очень-очень острые моменты, которые не могут быть формально решены. Да, вот тут у меня как-то сразу такая диалектическая ассоциация в этот момент возникла, что, получается, с одной стороны, в МКБ и ДСМ у нас вот эта цифра там 17,5 или 18,5, а с другой стороны, вот это весь наш часовой уже разговор о таких сложных, многомерных моментах взаимодействия и формирования этого расстройства. Ну, похоже, что истина где-то рядом. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа, она может быть интересна самому широкому кругу слушателей и просто людям, которые интересуются психическим здоровьем, и нашим пациентам, и нашим коллегам. Может быть, есть еще что-то, что бы вам хотелось обсудить, о чем я еще не спросила, что важно сказать? Конечно, есть. Важно всем слушателям и нам с вами заботиться о себе, чтобы мы успели воплотить все наши идеи в завтрашнем дне. Но я думаю, что у нас еще есть время для проведения лонгитудинального исследования. Мы будем в качестве примера использовать Жюля Ангста, который умудрился с 1979 года, он же прослеживает пациентов с аффективными расстройствами и очень много интересных находок. Если вдруг у нас когда-нибудь появятся такие же ресурсы, но, наверное, самое главное – это запал, интерес. Может быть, мы тоже сможем точно так же лонгитудинально отследить закономерности формирования пищевого поведения. В России сейчас тоже этим занимаются на базе вот нашей Алексеевской больницы. Как вы, наверное, знаете, с 2019 года функционирует клиника расстройств пищевого поведения. Сейчас мы туда еще и научный компонент внесли. Вот как раз моя зона ответственности, поэтому, может быть, что-то мы сможем и вместе придумать в этом направлении. Абсолютно оптимистично, Ольга Анатольевна, и мы с вами едины в одном порыве достижения цели. Вы молодцы. Хорошо. Спасибо вам большое за беседу. И вам спасибо. Всегда беседа побуждает к размышлениям, и это очень хорошее послевкусие. Я надеюсь, что наш разговор кого-нибудь из слушателей зацепит. Спасибо огромное.